Что вы знаете о мумификации? Скорее всего, египетские пирамиды, бинты и саркофаги. Но вот факт, который перевернет все. Некоторых людей мумифицировали заживо, по собственной воле, и этот процесс занимал тысячи дней. А самая молодая мумия в мире — это младенец возрастом около 2 лет, чье тело сохранилось настолько идеально, что врачи смогли поставить ей диагноз спустя 500 лет после смерти. 10 фактов о мумификации, и каждый из них разрушает то, что вы думали об этой теме раньше. Египетские бальзамировщики извлекали мозг через нос. Не через разрез на черепе, не через глазницы, именно через ноздри. Для этого использовался длинный металлический крюк, который вводили в ноздрю, пробивали решетчатую кость и проникали в полость черепа. То, что не вытекало, вычерпывали специальной ложкой на длинные ручки. Весь этот процесс занимал несколько часов. Затем крюком взбивали мозговое вещество до состояния жидкой кашицы и давали ей вытечь наружу естественным путем, просто наклоняя голову. Бальзамировщики работали методично, меняя угол наклона головы и промывая полость растворами на основе пальмового вина. После очистки череп заполняли смолой или льняными тряпками, просто чтобы голова сохраняла форму. Мозг при этом выбрасывали. Египтяне считали его бесполезным органом, чем-то вроде наполнителя для черепной коробки. Центром мышления и чувств они считали сердце, поэтому сердце сохраняли с особой тщательностью и оставляли внутри тела. Остальные органы, очень легкие, печень, желудок и кишечник, извлекали через разрез на левом боку и помещали в 4 специальных сосуда, которые называли канопами. Каждый сосуд предназначался для конкретного органа и имел крышку в виде головы одного из 4 сыновей бога Хор. Голова человека венчала сосуд с печенью, голова павиана с легкими, голова шакала с желудком, голова сокола с кишечником. После извлечения органов тело засыпали натроном, природной солью, которую добывали на берегах египетских озер. Эти сосуды хоронили вместе с мумией. Натрон одновременно вытягивал влагу из тканей и обеззараживал тело. Процесс высыхания занимал ровно 40 дней. Все это время тело лежало в засыпанном состоянии, и бальзамировщики не трогали его. На 41-й день соль убирали, тело промывали, натирали маслами и смолами, затем пеленали в сотни метров льняных бинтов. Между слоями бинтов укладывали амулеты, каждый на строго определенном месте тела. Скоробей из зеленого камня ложился на грудь поверх сердца. Золотые пластины с текстами из книги мертвых прятали под бинтами на руках и ногах. Весь процесс мумификации от смерти до укладывания в саркофаг занимал 70 дней. И это число было священным, потому что именно столько дней в году созвездие Ориона исчезало с ночного неба. Стоимость такой мумификации была огромной, позволить ее себе могли только фараоны, жрецы и состоятельные вельможи. Для людей попроще существовали более дешевые варианты. Внутренности не извлекали, а растворяли кедровым маслом, которое вводили в тело через прямую кишку и запечатывали на несколько дней. Затем пробку убирали, и растворенные внутренности вытекали наружу. Самый дешевый вариант мумификации представлял собой простое промывание кишечника и засыпание тела натроном без каких-либо дополнительных процедур. Но вот что поражает исследователей до сих пор. При вскрытии мумий высшего класса обнаруживается, что бальзамировщики иногда допускали грубые ошибки. В одной из мумий эпохи Нового Царства нашли левую руку, пришитую на место правой. В другой — сердце, завернутое отдельно и уложенное между ног. В третьей вместо положенного скоробея на груди лежала обычная речная галька, завернутая в льняную тряпку. Никто не знает, была ли это халтура, намеренный обман заказчика или какой-то неизвестный нам ритуальный смысл. В XIX веке египетские мумии продавались на рынках Каира как обычный товар. На вес, мешками, без какого-либо учета. Европейские туристы скупали их сотнями, везли домой в качестве сувениров и устраивали светские вечеринки с разворачиванием мумий. Гости собирались в гостиной, хозяин торжественно разрезал бинты, и все рассматривали останки. Это считалось развлечением высшего общества. Спрос породил индустрию подделок, которая работает до сих пор. В 2001 году египетские таможенники задержали партию из 43 мумий, которые направлялись в европейские антикварные магазины. При проверке выяснилось, что 28 из них были собраны из костей разных людей, обмотаны старыми бинтами и обработаны химическими веществами для имитации возраста. Некоторые содержали кости животных вместо человеческих — собак, коз, птиц. Музеи по всему миру десятилетиями хранили подделки, не подозревая об этом. В 2017 году Британский музей провел томографическое сканирование своей коллекции и обнаружил, что несколько экспонатов, числившихся детскими мумиями, на самом деле представляли собой пучки тряпок и костей животных, аккуратно завернутых в льняные бинты и снабженных гипсовыми масками с детскими лицами. Эти предметы пролежали в запасниках музея больше 100 лет. Местная полиция изъяла у торговца предметами старины то, что он называл мумией персидской принцессы. Якобы
якобы дочери персидского царя Ксеркса, умершей около 2500 лет назад. Но самая громкая история с мумией-подделкой произошла в 1997 году в Пакистане. Мумия лежала в расписном саркофаге с клинописными надписями, на ней были золотые украшения и маска. Цена, которую запрашивал продавец, $11 миллионов. Когда пакистанские власти передали находку ученым для экспертизы, те быстро установили. Клинопись на саркофаге содержала грамматические ошибки, которые не мог допустить носитель языка. Золотые украшения были изготовлены современными методами литья. А радиоуглеродный анализ самой мумии показал, что женщина умерла не раньше 1996 года, то есть примерно за год до того, как ее обнаружили. Судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти – перелом позвоночника. Женщину убили, затем мумифицировали искусственным способом и поместили в специально изготовленный саркофаг. Следствие так и не установило личность жертвы. Этот случай вскрыл масштаб индустрии фальсификатов. По оценкам Интерпола, более 60% египетских артефактов на мировом антикварном рынке являются либо подделками, либо предметами, собранными из фрагментов разных объектов. Для мумии этот показатель еще выше, потому что подлинную мумию крайне сложно вывести легально, а спрос на них не падает. Технологии изготовление фальшивых мумий за последние 100 лет стало значительно изощреннее. Современные фальсификаторы используют настоящие человеческие кости, как правило, купленные у медицинских поставщиков или похищенные с склада. Ткани имитируют с помощью кожи животных, обработанные специальными растворами. Бинты состаривают в растворах соли и марганца. Запах – характерный сладковато-смолистый аромат настоящей мумии. Воспроизводят смесью кедрового масла, битума и высушенных трав. Отличить качественную подделку от оригинала без лабораторного оборудования практически невозможно. Именно поэтому крупнейшие музеи мира в последние 20 лет массово проводят повторную экспертизу своих коллекций. И результаты этих проверок регулярно преподносят неприятный сюрприз. В 1888 году египетский крестьянин копал землю возле города Бени-Хасан и провалился в яму. Под ногами оказался не грунт, а спрессованный слой кошачьих мумий толщиной в несколько метров. Яма оказалась входом в огромный некрополь, где было захоронено около 300 тысяч мумифицированных кож. Все они были аккуратно завернуты в льняные бинты, уложены рядами и датировались периодом между 1500 и 30 годом до нашей эры. Египтяне мумифицировали не только кожу. Под землей Египта лежат миллионы животных: крокодилы, ибисы, павианы, змеи, жуки-скоробеи, рыбы, мангусты и даже быки. В некрополе Саккара обнаружено хранилище с 8 миллионами мумифицированных собак. 8 миллионов в одном месте. Большинство из них были щенками, задушенными в возрасте нескольких недель. Причина такого масштаба – религиозная торговля. Паломники, приходившие в храмы, покупали мумифицированное животное у жрецов и приносили его в жертву Богу. Точно так же, как сегодня люди ставят свечи в церковь. Кошки были посвящены богине Баст, ибисы и павианы – богу Тоту, крокодилы – богу Себек. Спрос на таких жертвенных животных был огромным, и жрецы содержали целые фермы по их разведению и умерщвлению. Это был прибыльный бизнес, поставленный на поток. Рентгеновский анализ кошачьих мумий показал неудобную правду. Большинство животных были убиты в возрасте от 1 до 4 месяцев путем скручивания шеи или резкого удара по черепу. Жрецы не ждали естественной смерти. Животных выращивали специально для убийства и продажи паломникам. Некоторые мумии при сканировании оказались пустыми. Внутри бинтов не было ничего, кроме нескольких костей или комка грязи. Фальсификации существовали уже в Древнем Египте. Судьба 300 тысяч кошек из Бени-Хасана оказалась печальной. Когда масштаб находки стал известен, местные торговцы быстро сообразили, как на ней заработать. Мумии грузили на корабли и везли в Европу, где продавали как удобрение. В 1892 году в английский порт Ливерпуль прибыло 19,5 тонн египетских кошачьих мумий, которые были немедленно перемолоты и рассыпаны по фермерским полям. Только одна мумия из всей партии была сохранена. Ее передали в Британский музей. Крокодильи мумии представляли отдельную сложность для бальзамировщиков. Крупные особи достигали 5 метров в длину и весили несколько сотен килограммов. Их бальзамировали целиком, пеленая в сотни метров бинтов, иногда украшая золотыми пластинами и вставляя в глазницы стеклянные глаза. В храме бога Себека в Ком-Омбо хранятся несколько таких мумий. Их размер сопоставим с размером взрослого человека, лежащего в полный рост. При сканировании самой крупной из них внутри обнаружили останки 45 маленьких крокодилов, уложенных вдоль хребта взрослой особи. Бычьи мумии, священные быки Аписа, получали погребение, сопоставимое с царским. Каждый такой бык при жизни считался воплощением бога Птаха, жил в специальном храме, питался отборным зерном и имел собственных слуг. После смерти его тело бальзамировали 70 дней по тому же протоколу, что и фараонов, укладывали в гранитный саркофаг весом 70 тонн и опускали в подземную галерею Серапеума в Саккаре. Если вас заинтересовали факты о мумификации, почему бы не открыть для себя мир нейросетей на playprofit.com?
Помните, что настоящие мумии имеют своих секретов, а вот у нас есть только один. 500 токенов в подарок при регистрации. Ссылка ждет вас в описании. Там обнаружено 24 таких саркофага, и все они были вскрыты и разграблены еще в древности. Ни одна бычья мумия не дошла до наших дней в целости. Ногти и волосы после смерти не растут. Это один из самых устойчивых мифов о человеческом теле, и мумии его окончательно опровергли. Когда тело высыхает, кожа вокруг ногтей и волосяных фолликулов сжимается и отступает назад, создается оптическая иллюзия роста. У мумии этот эффект выражен особенно сильно, потому что обезвоживание тканей происходит неравномерно. Именно мумии дали ученым возможность изучить, что на самом деле происходит с телом после смерти. И результаты опровергли десятки расхожих представлений. Тело не просто разлагается. Оно проходит через строго определенные стадии, каждая из которых оставляет конкретные следы в тканях. Мумия Рамзеса II, умершего около 3300 лет назад, была исследована французскими учеными в 1976 году. В его волосах обнаружили следы хны. Фараон красил волосы при жизни. Анализ зубов показал тяжелый пародонтоз, стандартная болезнь египетской знати, чья еда содержала много песка из-за способа помола зерна. В легких нашли следы туберкулеза и артериосклероза. Рамзес страдал от артрита позвоночника, это установили по характерным деформациям позвонков. Ему было за 90 лет, когда он умер, и последние годы жизни он с трудом мог ходить прямо. Мумии фиксируют болезни с точностью, недоступной письменным источникам. В 1991 году в Альпах на высоте 3200 метров нашли тело мужчины, пролежавшее во льду 5300 лет. Его назвали Эци. Анализ его тела перевернул представление о доисторической медицине. В кишечнике Эци обнаружили яйца кишечного паразита власоглава. Суставы показывали признаки болезни Лайма. Ее вызывает укус клещ. На запястьях, лодыжках и за коленом у него были татуировки. Ровно в тех местах, где современная акупунктура предписывает воздействие при артрите. Ученые предположили, что татуировки были лечебными. Но самое неожиданное открытие касалось обстоятельств его гибели. Долгое время считалось, что Эци замерз насмерть во время горного перехода. Томография 2001 года показала в его левом плече наконечник стрелы, пробивший подключичную артерию. Эци был убит выстрелом в спину. Анализ содержимого желудка установил, что за 30 минут до смерти он плотно поел. Красная косуля, дикая пшеница и ягоды. Его последняя трапеза прошла в спокойной обстановке, без признаков спешки. Убийца подкрался незаметно. На правой руке Эци нашли порезы между большим и указательным пальцем, характерные для человека, который незадолго до смерти держал чужой нож или отбивал удар клинком голой рукой. В его крови обнаружили ДНК 4 разных людей. 2 на наконечнике его собственного копья. 1 на лезвии ножа, 1 на его куртке. За несколько дней до гибели Эци участвовал как минимум в одной драке и нанес ранение нескольким противникам. Мумии дают такую детализацию, которую не может дать ни один письменный источник. Анализ волос Наполеона Бонапарта, сохраненных после его смерти и изученных в 2001 году, показал концентрацию мышьяка в 38 раз выше норм. Это подтвердило версию об отравлении, которую историки обсуждали почти 200 лет. Источником мышьяка, по всей видимости, были зеленые обои в его комнате на острове Святой Елены. Краситель на основе мышьяковистой меди в условиях сырости выделял токсичный газ. Наполеон умирал медленно, вдыхая яд в собственной спальне, и никто вокруг не понимал, что происходит. В средневековой Европе египетские мумии считались лекарством. Не метафорически, буквально. Аптеки Парижа, Лондона и Венеции продавали порошок из перемолотых мумий как средство от переломов костей, головных болей, паралича, эпилепсии и внутренних кровотечений. Товар назывался «Мумио» и стоил дороже многих специй. Врачи выписывали его пациентам, монастыри закупали его оптом, богатые семьи держали запас дома на случай болезни. Спрос был настолько велик, что египетских мумий перестало хватать. Арабские торговцы, поставлявшие товар в Европу, начали фальсифицировать его. Смешивали настоящий порошок с перемолотыми костями недавно умерших людей, добавляли битум, смолу и высушенное мясо. Европейские покупатели не могли отличить подделку от оригинала, поэтому торговля процветала. По некоторым оценкам, к 16 веку из Египта в Европу было вывезено и уничтожено больше мумий, чем сохранилось в музеях всего мира сегодня. Французский король Франциск, первый, правивший в первой половине 16 века, носил при себе небольшой мешочек с порошком мумии, смешанным с толченым ревенем. Он принимал эту смесь после каждой охоты на случай травм и ушибов. Его личный врач настаивал на эффективности средства, ссылаясь на арабские медицинские трактаты IX века. Те, в свою очередь, опирались на более ранние источники, восходящие к греческим текстам о египетской медицине. Путаница возникла из-за слова. Арабская мумия изначально обозначала природный битум, черное смолистое вещество, выступавшее из скал в горах Персии. Его действительно использовали в медицине.
и оно действительно обладало некоторыми антисептическими свойствами. Но когда арабские торговцы заметили, что египетские мумии покрыты похожим черным веществом, там смолой, которой бальзамировщики пропитывали бинты, они решили, что это одно и то же. Так возникло смешение. Вместо горного битума в аптеке начали поставлять перемолотые человеческие останки. Европейские врачи, которые сомневались в эффективности порошка мумии, оказывались в меньшинстве. Французский хирург Амбруаз Паре в 1564 году опубликовал трактат, в котором назвал употребление мумий варварским и бесполезным, и описал задокументированные случаи, когда пациенты после приема порошка испытывали тошноту, рвоту и боли в желудке. Его коллеги ответили критикой. Паре, по их мнению, просто не умел правильно дозировать препарат. Торговля продолжалась еще 2 века после его трактата. В 18 веке мода на порошок мумии начала угасать. Не потому, что врачи признали его бесполезным, а потому, что египетские мумии стали ценными антикварными объектами, и уничтожать их ради лекарства казалось расточительным. На смену порошку пришли другие снадобья из человеческих останков. Жир с виселиц, кровь казненных, черепоутопленников. Европейская медицина 18 века использовала человеческое тело как источник лекарственного сырья значительно шире, чем принято думать. Последняя задокументированная продажа порошка мумии в европейской аптеке датируется 1908 годом. Немецкая фармацевтическая компания Merck включала его в свой каталог вплоть до начала 20 века под латинским названием и с указанием дозировки. Рядом в том же каталоге стояли морфий, кокаин и героин. Все они продавались без рецепта как легальные медицинские препараты. Говард Картер вскрыл гробницу Тутанхамона 4 ноября 1922 года. Через 5 месяцев, в апреле 1923-го, лорд Карнарвон, финансист экспедиции, умер в каирском отеле от заражения крови после укуса москита. По всему Каиру в момент его смерти якобы погасло электричество. В его поместье в Англии в ту же ночь без видимых причин умерла его собака. Британские газеты немедленно написали о проклятии фараона. Продажи росли с каждой новой смертью. За следующие 10 лет умерли еще несколько человек, причастных к вскрытию гробницы. Египтолог Артур Мейс, рентгенолог Арчибальд Рид, который делал снимки мумии, секретарь Карнарвона Ричард Беттл. Журналисты составляли списки и считали жертв, но цифры не складывались в проклятие. Говард Картер, непосредственно вскрывший гробницу и проведший внутри больше времени, чем кто-либо другой, умер в 1939 году в возрасте 64 лет от лимфомы, без какой-либо мистики. Из 26 человек, присутствовавших при вскрытии, 18 дожили до 70 лет и старше. Статистического отклонения от нормальной смертности для их возрастной группы обнаружено не было. Тем не менее, биологическое объяснение у проклятия есть, и оно реальнее любой мистики. В 1999 году египтолог Иззедин Таха опубликовал исследование, в котором обнаружил в образцах из древних гробниц споры плесени вида Aspergillus niger и Aspergillus flavus. Оба вида при вдыхании вызывают тяжелые поражения легких, особенно у людей с ослабленным иммунитетом. В замкнутом пространстве гробницы, запечатанной на 3000 лет, концентрация спор могла быть чрезвычайно высокой. Кроме плесени, в некоторых гробницах обнаружены следы летучей мыши. Их помет содержит возбудителя гистоплазмоза, грибкового заболевания легких. В гробницах также находили засохшие остатки еды и органики, оставленные для умершего. За тысячелетия они превращались в питательную среду для бактерий и грибков. Человек, первым входивший в только что вскрытую гробницу, буквально вдыхал концентрат биологических агентов, накопившихся за 3000 лет. Сам Таха погиб в автокатастрофе через несколько месяцев после публикации своего исследования. Египетские газеты написали, что проклятие настигло и его. Никто не упомянул, что авария произошла на одном из самых опасных участков шоссе Каир — Исмаилия, где ежегодно гибнут десятки людей. Наиболее документально подтвержденный случай биологической опасности гробниц связан не с Египтом, а с Польшей. В 1973 году группа польских ученых вскрыла саркофаг короля Казимира IV Ягеллончика в Вавельском соборе Кракова. В течение следующих 2 лет умерли 10 из 15 участников вскрытия. Польский микробиолог Болеслав Смык выделил из саркофага грибок Aspergillus flavus, тот же вид, что находили в египетских гробницах. Грибок вырабатывает афлатоксин, одно из сильнейших известных природных канцерогенных веществ. 10 смертей за 2 года среди 15 человек одной группы — это уже не статистическое совпадение. Проклятия фараонов не существует. Но биохимическая ловушка, которую 3000 лет выдерживала запечатанная гробница, существует вполне реально. В 1993 году на плато Укок на Алтае на высоте 2500 метров российский археолог Наталья Полосьмак вскрыла курган и обнаружила внутри колоду из лиственницы, запечатанную льдом. Внутри лежала молодая женщина 25 лет, умершая около 2400 лет назад. Она была одета в шелковую блузу, шерстяную юбку, в бело-красную полоску и войлочные сапоги. Рядом с ней стояло 6 лошадей в полной упряжи. Их принесли в жертву и уложили вместе с ней. Сохранность тела была настолько высокой, что ученые смогли детально изучить
изучить ее татуировки. Обе руки от плеч до запястья покрывали изображения фантастических животных. Олени с клювами грифонов, бараны с закрученными рогами, хищники в прыжке. Это были непростые узоры. Каждое животное было вписано в следующее, образуя единую непрерывную композицию. Качество линии указывало на работу профессионального мастера. Татуировки наносились иглой и сажей, и за 2400 лет они сохранили четкость, сопоставимую со свежей работой. Женщину назвали алтайской принцессой, хотя ученые сразу оговорились. Точно ее статус неизвестен. Анализ зубов и костей показал, что она не занималась тяжелым физическим трудом. В ее могиле нашли сосуды с едой, зеркало, гребень и небольшой контейнер с коноплей и камнями-курантами для ее измельчения. Судя по всему, конопля использовалась в ритуальных целях, для воскурения. Причина смерти оказалась неожиданной. Томография показала в ее груди опухоль молочной железы на поздней стадии, рак с метастазами в кость. Незадолго до смерти она получила травму. Переломы, характерные для падения с лошади. Последние месяцы жизни она провела в сильнейших болях. Анализ волос выявил высокую концентрацию веществ, указывающих на то, что она систематически принимала большие дозы конопли. Вероятно, как обезболивающее. Алтайская принцесса стала политическим объектом немедленно после обнаружения. Коренные народы Алтая, алтайцы, объявили ее своей прародительницей и потребовали вернуть останки на родину для перезахоронения. Они утверждали, что именно ее потревоженный дух вызвал серию землетрясений, прокатившихся по Алтаю в 2000-х годах. Российские власти 20 лет отказывали в передаче останков. В 2012 году мумия была возвращена в Республику Алтай и помещена в специально построенный мавзолей в Горно-Алтайске с климатическим контролем и постоянным мониторингом температуры. Но алтайская принцесса не единственная сибирская мумия, перевернувшая представление о древних цивилизациях региона. В том же районе плато Укок нашли мумию молодого мужчины с аналогичными татуировками. Его тело было покрыто изображениями животных от плеч до ступней. Генетический анализ обоих тел показал неожиданный результат. Они не являлись предками современных монголоидных народов Алтая. Их ДНК указывала на европеоидное происхождение с генетическими маркерами, характерными для популяции Восточной Европы и Ближнего Востока. Это означало, что 2400 лет назад на Алтае жили люди, генетически близкие к жителям совершенно другого конца Евразийского континента. Они умели делать сложнейшие татуировки, хоронили умерших с лошадьми и шелком, знали о конопле как об обезболивающем и полностью исчезли, не оставив прямых потомков среди современного населения региона. Куда они ушли и что с ними произошло, плато Укок до сих пор не ответило. Мумификация не требует бальзамировщиков, натрона или льда. При определенных условиях тело мумифицируется само, и это происходит значительно чаще, чем принято думать. Сухой воздух, стабильная низкая температура, отсутствие насекомых и бактерий — этого достаточно. Именно так сохранились тела в церковных криптах Европы, в пещерах Мексики, в торфяных болотах Дании. Болотные мумии — отдельная категория. Торф создает уникальную химическую среду, высокая кислотность, низкое содержание кислорода и присутствие сфагнового мха, выделяющего антибактериальные вещества. Тела в торфе не высыхают, они дубятся как кожа. Кожный покров темнеет до коричнево-черного цвета, внутренние органы сжимаются, но сохраняются. Человек Толунд, найденный в датском болоте в 1950 году и умерший около 2400 лет назад, сохранился настолько хорошо, что местная полиция первоначально возбудила дело об убийстве. Тело выглядело как недавнее. На его шее сохранилась веревочная петля, в желудке последняя еда. Каша из ячменя и семян дикорастущих растений. Но вернемся к вопросу изначала. Что такое мумификация на самом деле? Египетский ритуал или универсальный природный процесс? Ответ однозначен. Природный процесс, который люди научились воспроизводить и контролировать. Египтяне не изобрели мумификацию. Они ее усовершенствовали, наблюдая за телами, которые естественным образом сохранялись в сухом пустынном песке. Первые все египетские мумии появились задолго до фараонов. Тела просто закапывали в горячий песок, и они высыхали сами. Теперь о тебе. Твое тело содержит примерно 60% воды. Именно эта вода — главный враг сохранности, она запускает разложение, питает бактерии, разрушает ткань. Убери воду, и процесс остановится. Именно это делает натрон, лед, торф и сухой воздух. Разными способами, с разным результатом, но суть одна. Современная наука предлагает новый способ мумификации. Пластинат. Немецкий анатом Гюнтер фон Хагенс разработал ее в 1977 году. Из тела откачивают воду и жир, заменяя их жидким силиконом или эпоксидной смолой под вакуумом. Затем полимер затвердевает, и тело превращается в твердый, неразлагающийся объект без запаха, который можно трогать руками. Именно такие тела выставлялись на выставке «Мир тела», которую посетили больше 40 миллионов человек по всему миру. Каждый экспонат — реальный человек, при жизни подписавший согласие на пластинацию после смерти. На сегодняшний день в институте фон Хагенса в Германии хранится больше 900 тел, ожидающих обработки. Люди завещали свои тела науке и искусству. Компания из американского штата Колорадо предлагает услугу под названием аквамация.
Тело растворяют в щелочном растворе при температуре 150 градусов, и через несколько часов остаются только кости. Это легально в 20 штатах США. Другая компания предлагает грибную мумификацию. Тело помещают в специальный саван, пропитанный спорами грибов, которые разлагают его и превращают в компост за несколько месяцев. Этот компост можно использовать для выращивания дерева. Самый неожиданный факт напоследок. Тела людей, похороненных в обычных деревянных гробах на стандартных городских кладбищах, в определенных условиях почвы тоже мумифицируются, частично или полностью. Это называется жировоск или сапонификация. Жиры тела в присутствии влаги и при отсутствии кислорода превращаются в мылоподобное вещество, которое консервирует останки на десятилетия. Когда старые городские кладбища перекапывают для строительства, рабочие регулярно находят тела, пролежавшие в земле 50 и более лет, в состоянии далеком от полного разложения. Мумификация не исключение из правил. Это один из вариантов того, что происходит с телом после смерти. И какой именно вариант реализуется, зависит только от условий среды.